Россияне установили 5-летний рекорд по жалобам Путину на коллапс ЖКХ. Крупные аварии произошли в каждом втором регионе страны, а их число в 2023 выросло вдвое. Среди регионов рекордсменами по коммунальным авариям стали Саратовская, Ленинградская, Пензенская, Ростовская и Свердловская области. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Белгород под обстрелом, ракеты попали по заводам, есть пострадавшие. Бывшие топ-правоохранители Польши устроили потасовку под зданием Сейма в Варшаве. Это авторитарное правление. Авторитарное правление началось. Посмотрите, здесь есть депутаты, которые не могут войти в Сейм. Все по лекалам лучших диктатур и Кремля. В Азербайджане очередные внеочередные выборы Алиева. Мы бойкотируем выборы, потому что они не демократичные. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. В БНР снова неспокойно. Под обстрелом оказался Белгород. По данным местных каналов, на территории строительного завода начался пожар. В котельную и цех металлоизделий попала ракета. Еще две упали на территории витаминного завода. Кроме того, кассетный снаряд попал под кабину грузовика, когда там находился водитель. Мужчина ранен. Минобороны РФ отчиталась, что ПВО сбило над Белгородской областью 7 реактивных снарядов системы РМ-70 «Вампир». Пострадали как минимум 2 человека. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении нашумевший законопроект о мобилизации. За проголосовали 243 депутата. По прогнозу народного депутата Ярослава Железняка, новый закон вступит в силу через месяц. Главком вооруженных сил Залужный не пришел в парламент, несмотря на то, что Кабмин назначил его одним из докладчиков. Законопроект в текущей редакции предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, вводит электронные повестки и отменяет срочную службу, заменяя ее базовой общевойсковой подготовкой. Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле. Под Киевом начали строить завод по производству беспилотников «Байрактар». Турецкая авиастроительная компания «Байкар» будет собирать там модели ТБ-2 или ТБ-3. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, на заводе будут работать до 500 человек, и он будет производить до 120 беспилотников в год. И никакие боевые действия этому не помешают, уверен гендиректор. В 2022 году «Байкар» впервые вошла в топ-100 европейских производителей оружия после того, как ее доходы от продажи дронов выросли на 94%. Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и организационной структуре. Дело полностью продвигается вперед, и ничто не может остановить реализацию планов. Бывшие топ-правоохранители Польши устроили потасовку под зданием Сейма в Варшаве. Ранее подозреваемые, а ныне помилованные президентом страны Анджеем Дудой, экс-глава МВД Польши Мариуш Каминский и его бывший заместитель Мацей Вонсик попытались попасть в здание парламента вместе с группой депутатов оппозиционной партии «Право и справедливость». Однако их не пустила охрана. Завязалась потасовка. Бывшие коллеги Вонсика и Каминского требовали открыть перед ними двери здания парламента и не препятствовать работе. Вонсик назвал себя действующим депутатом, ну а новое правительство – автократами. То, что произошло, не имеет для нас никаких юридических последствий, потому что мы депутаты, у нас есть иммунитет. Это решение Верховного суда. Не господин Головня будет решать, кто является депутатом, а избиратели, Государственная избирательная комиссия и суды. Это авторитарное правление. Авторитарное правление началось. Посмотрите, здесь есть депутаты,
которые не могут войти в Сейм. Успокоить Каминского и Вонсика решил спикер Сейма Шимон Головня, заявив, что ни один, ни второй, согласно решению окружного суда в Варшаве, не депутаты. И как итог, они не будут голосовать и не будут допущены к работе Сейма. К слову, уголовный шлейф тянется за топ-правоохранителями уже 9 лет. Еще в 2015 году Каминского и Вонсика обвиняли в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности Центрального антикоррупционного бюро, когда первый был руководителем, а второй заместителем. Президент республики Анджей Дуда ранее дважды миловал осужденных. Цахал подтвердил гибель 31 заложника в плену у Хамас. По данным израильской армии, среди погибших 29 человек, захваченных 7 октября, и 2 солдат, похищенных еще в 2014 году. Накануне источники издания «Нью-Йорк Таймс» в израильской разведке сообщали о гибели 32 заложников. По данным газеты, некоторых из них боевики убили 7 октября на территории Израиля, а тела забрали в сектор Газа. Другие умерли в плену от полученных травм. Таким образом, около 80 заложников все еще живы, а террористы удерживают десятки тел людей, которых они похитили и убили. Израильская армия поддерживает семьи заложников в эти сложные и трудные дни, и наши представители доставляют семьям всю достоверную информацию об их близких. Так, 31 семье мы сообщили, что их близких больше нет в живых, и что мы объявили их мертвыми. А остальным семьям мы сообщили имеющуюся у нас информацию об их судьбе и условиях. Мы продолжаем борьбу за достижение условий и возвращение всех заложников домой. Это моральный долг, национальный долг и международный долг. Это наш компас. И именно так мы будем действовать дальше. На оккупированных Россией территориях Украины выбирать Путина будут досрочно и на дому. Российские пропагандисты пишут, что голосовать будут за неделю до официально объявленной даты 15 марта. Такие меры объяснили труднодоступностью территорий, ну и тяжелыми условиями в зоне боевых действий. Очень удобно, нарисовать можно все, что угодно. Тем временем, как злобные англосаксы вовсю пытаются помешать выбирать Путина на своей территории, заявила представительница Лаврова Захарова. По ее словам, все силы брошены на то, чтобы лишить проживающих за рубежом россиян права проголосовать. Обеспечивать безопасность 300 избирательных участков за рубежом почему-то власти не хотят. Ситуация в сфере обеспечения безопасности российских посольств и консульств за последнее время, как вы знаете, значительно ухудшилась, вызывает самые серьезные опасения. С чем это связано? Естественно, в первую очередь с действиями недружественных нам режимов. Продолжаем фиксировать проведение манифестаций, иных провокационных акций сторонниками киевского режима при участии и при стимулировании их, естественно, режимами западными. Все это происходит вблизи наших загранучреждений. В ряде стран заметно осложнились отношения с местными правоохранительными органами. Все по лекалам Кремля. В Азербайджане внеочередные президентские выборы. Впервые после присоединения они прошли и в Нагорном Карабахе. Сам президент Алиев приехал голосовать туда. Выборы должны были пройти только в следующем году. Однако Алиев перенес их на фоне всплеска своей популярности после присоединения Нагорного Карабаха. У диктатора было 6 оппонентов из провластных политиков, которые только хвалили его достижения. Оппозиция выборы бойкотировала. Алиев правит страной уже 20 лет, заменив в кресле своего отца. В преддверии выборов Азербайджан на год лишили полномочий в работе парламентской ассамблеи Совета Европы из-за преследования оппозиционных политиков и независимых СМИ. Мы бойкотируем выборы, потому что они не демократичные. Многие журналисты и политические активисты сидят в тюрьме. В стране более 200 политических заключенных. Существуют серьезные проблемы с законодательством о выборах, а избирательные комиссии в основном находятся под влиянием властей. Нефть в обмен на продовольствие давно устарела. В РФ придумали свою схему и предложили обменивать российскую нефть на цветы из Африки. По мнению депутата Сергея Гаврилова, за российские баррели можно приобретать тюльпаны, розы, ирисы и другие растения в Эфиопии, Кении, а также странах Латинской Америки. Такое решение позволит избавиться от импорта из недружественных Нидерландов, а также защитит россиян от переплат и сэкономит валюту, а также накажет спекулянтов, говорит депутат.
Мы вполне можем приобретать в Кении, Эквадоре, Колумбии тюльпаны и другие цветы по бартеру в обмен на нефть. Для этого нам необходимо долгосрочное партнерство для развития цветочного бизнеса в нашей стране, а именно организация крупнооптовых поставок, грамотная упаковка, сортировка, хранение. Родина тюльпанов – это вообще Казахстан, а вовсе не Нидерланды, которая почему-то считает цветочной столицей тюльпанов весь мир. С гвоздем во лбу и ядерной ракетой в руках. Такого Путина слепили немцы и уже скоро пронесут чучело по улицам Кёльна. В Германии готовятся к ежегодному шествию «Розовый понедельник». Главная тема – это политическая сатира. Забавлять немцев будет и китайский лидер Си Цзиньпин на одной платформе с Путиным и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. У этой троицы к колбам прибиты доски, по задумке авторов, олицетворяющие весь мир. Провезут улицами Кёльна и расстроенного Владимира Зеленского, который задается вопросом, быть или не быть в НАТО. Немецкого канцлера Олафа Шольца представят в образе ленивца. Всего во время карнавального шествия можно будет увидеть на платформах 20 сатирических фигур мировых лидеров. Парад «Кёльнский розовый понедельник» – это очень важный праздник для жителей города. Это возможность порадовать их и отвлечь от повседневной жизни. Я думаю, что это очень-очень важно в наше время. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!